Вдоль пыльной калифорнийской трассы асфальт плавился под безжалостным полуденным солнцем. Воздух дрожал плотными прозрачными волнами, стирая очертания сухостоя и телефонных столбов. По обочине, среди брошенных пластиковых бутылок и жесткого высохшего кустарника, медленно брела тень. Водители, проезжавшие мимо на новеньких седанах и тяжелых внедорожниках, брезгливо закрывали окна и жали на газ. Иногда кто-то притормаживал, чтобы достать телефон, навести камеру через стекло и выложить короткий ролик в социальные сети с кричащим заголовком: «Чудовище на обочине», «Настоящий оборотень в пригороде», «Чупакабра жива». Существо и вправду выглядело пугающе. Почти полностью лишенное шерсти, покрытое серой огрубевшей коркой и сочащимися трещинами тело, казалось инопланетным. Торчащие ребра обтягивала иссушенная воспаленная кожа. Огромные уши-локаторы нелепо и скорбно возвышались над заострившимся черепом. А задняя часть неестественно волочилась и подламывалась при каждом шаге. Хвост, искривленный в нескольких местах, безжизненно висел, касаясь дорожной пыли. Местные жители шептались о монстре несколько месяцев. Он появлялся на закате или в утренних сумерках, методично обходя один и тот же участок шоссе в поисках объедков. Страх людей питался слухами. Говорили, что зверь бешеный, опасный, что он может напасть на скот или детей. Но никто не подошел ближе, чтобы заглянуть в его глаза. Люди видели угрозу там, где тлела последняя искра мольбы о спасении. Со временем пес стал диким. Голод, мучительный зуд, лишавший сна, и невыносимая боль в раздробленных костях превратили каждый его день в непрерывную агонию. Если к нему приближались другие собаки, он глухо хрипел и скалил зубы, защищая свое хрупкое, израненное право на одинокую смерть. Местные жители, уставшие от пугающего зрелища, начали звонить в службу контроля за животными с требованием убрать опасного бродягу с дороги. Меган работала в зоозащитной организации много лет и видела немало горя. Но когда фотографии этого пса переслали в ее чат волонтеров, ее сердце сжалось. На размытых снимках, сквозь страшные корки чесотки и худобу, проглядывали очертания благородного силуэта. Это не было дикое существо. Это была брошенная, умирающая собака. Меган сразу же собрала спасательный комплект: мягкие одеяла, воду, специальную петлю для отлова, ароматные лакомства и выехала на указанный километр трассы. Она нашла его в неглубокой дренажной канаве под бетонной плитой моста. Пес лежал на боку, свернувшись в клубок, насколько позволяло его перебитое тело. При звуке шагов он даже не попытался вскочить, у него просто не осталось сил. Лишь судорожно дрогнуло ухо, и веки приподнялись, обнажив глубокие, тусклые, карие глаза. Увидев его своими глазами, я еле сдержала слезы, позже вспоминала Меган. Было видно, что собаки осталось немного. Она была невероятно слаба, еле шевелилась и смотрела так, словно давно смирилась с тем, что этот мир не оставил ей ни единого шанса. Меган опустилась на колени прямо в сухую грязь в паре метров от него. Она не делала резких движений. Тихо заговорила ласковым, ровным голосом, протягивая руку с кусочком вареной индейки. Пес уловил запах еды, но не бросился к ней. Он медленно потянул носом воздух, издав едва слышный сиплый вздох. В его взгляде не было ярости. Там застыли беспросветная усталость и бесконечная боль. Шаг за шагом, осторожно приближаясь, Меган накинула на него плотный мягкий плед, чтобы защитить кровоточащую кожу от ветра и трения. Пес не зарычал. Когда теплые человеческие руки аккуратно приподняли его невесомое, горячечное тело, он лишь тихо уткнулся носом в ее плечо, словно отдавая весь груз своих страданий чужому человеку. В ветеринарной клинике суета началась с порога. Врачи в защитных перчатках бережно перенесли найденыша на смотровой стол. При детальном осмотре выяснились масштабы трагедии. Чесоточный клещ поразил практически каждый квадратный сантиметр кожи, вызвав тяжелейшее вторичное бактериальное воспаление.
Шерсть уцелела лишь крошечными клочками на кончиках ушей и лапах. Но это было не самым страшным. Рентгеновские снимки повергли врачей в шок. Тазовые кости были раздроблены в результате сильного удара. Вероятно, пса сбила машина еще несколько недель назад. А позвонки в основании хвоста имели застарелые смещенные переломы, которые успели неправильно срастись. Ветеринары определили возраст. Зубы показали, что собаке нет еще и года. Он был еще подростком, почти щенком. Скорее всего, его выставили за дверь, как только на теле появились первые пятна чесотки. Испугались затрат на лечение или заразности, оставив неопытного щенка выживать в диких условиях пригорода. Порода не оставляла сомнений. Это чистокровная немецкая овчарка, попавшая в кромешный ад, отметили врачи. Шансы невелики, но они есть. Меган посмотрела на благородную форму черепа, на стойкость, с которой пес выдерживал уколы и обработку ран, и уверенно сказала: «Мы назовем его Кинг. Он будет королем. Он выдержит». Первые 3 недели превратились в круглосуточную битву за выживание. Кингу требовались ежедневные лечебные ванны со специальными растворами, чтобы очистить кожу от чешуек и паразитов. Эта процедура была крайне болезненной. Вода жгла открытые микроранки, а касания доставляли дискомфорт. Однако пес продемонстрировал удивительную душевную кротость. Он стоял или лежал в ванне, дрожа от слабости, но никогда не пытался огрызнуться. Напротив, во время обработки он поднимал голову и с безграничной благодарностью заглядывал в глаза санитарам и Меган. Он понимал, что это боль ради его спасения. Когда кожная инфекция немного отступила, а организм окреп благодаря усиленному питанию и витаминным капельницам, пришло время главного испытания – хирургической операции на костях таза и позвоночнике. Хирургам-ортопедам предстояло собрать раздробленный таз заново, сопоставить осколки с помощью титановых пластин и устранить защемление нервных окончаний. Операция длилась 4 часа. Меган провела это время в коридоре клиники, считая каждую минуту. Когда хирург наконец вышел и устало улыбнулся, сняв маску, стало ясно: Кинг победил смерть во 2-й раз. Реабилитация была долгой. Массажи, разработка атрофированных лап, гидротерапия в специальном бассейне. С каждым днем походка Кинга становилась все более уверенной. Спина выпрямилась, а задние лапы перестали подкашиваться. Спустя 2 месяца после спасения в Кинге уже трудно было узнать того несчастного монстра, пугавшего проезжающих водителей. На его теле начал пробиваться мягкий, плотный подшерсток. Сначала это был легкий пух, но постепенно шерсть приобретала классический для немецкой овчарки чепрачный окрас. Насыщенно черная мантия на спине и золотисто-рыжий подпал на лапах и груди. Морда округлилась, глаза засияли здоровым блеском и неуемным юношеским любопытством. Хвост, хоть и сохранил небольшой след былых травм, теперь радостно описывал круги в воздухе при виде каждого знакомого человека. Кинг заново учился быть собакой. Играть с резиновыми мячами, бегать по зеленой сочной траве парка и с наслаждением подставлять уши под ласковые почесывания. Он оказался невероятно умным и чутким псом, с великолепным овчарочьим темпераментом, уравновешенным, внимательным к командам и бесконечно преданным людям. В нем не осталось ни капли одичалости или злобы. Все месяцы страданий на пыльной дороге будто растворились под теплым солнцем новой жизни. Сегодня Кинг находится на финальной стадии восстановления. Ему осталось совсем немного до того дня, когда его роскошная шерсть полностью отрастет, а мускулатура окрепнет до стандартов взрослой рабочей овчарки. Волонтеры уже начали готовить анкету для поиска его будущей постоянной семьи, которая никогда не предаст. История Кинга облетела весь штат, заставив многих задуматься о цене человеческого равнодушия и истинной силе милосердия. «Сейчас он выглядит абсолютно счастливым, полным жизни псом», — говорит Меган, глядя, как Кинг с восторгом ловит бабочек на поляне. «Но я до сих пор не могу спокойно вспоминать то, как он сидел на обочине дороги.
Он провел там долгие месяцы. Мимо непрерывным потоком неслись сотни машин каждый день. Тысячи людей смотрели на него, боялись, отворачивались, снимали на телефоны. Но никто не захотел остановиться и протянуть руку помощи. А ведь нужен был всего один неравнодушный человек, чтобы перевернуть этот кошмар и подарить живой душе целый мир.